Всем салют, вот и подошел к концу уже третий день чемпионата мира. Что же он нам мог приготовить? Открытый хоккей, невероятные камбэки, сенсации, а может быть все это вместе? Я записываю этот ролик уже ночью и приготовил для вас краткий обзор каждого матча. Все лучшие моменты здесь. Погнали! Но перед этим у меня к вам огромная просьба поставить лайк на это видео, а также подписаться на телеграм-канал, где каждый день выходит максимально оперативная информация, какие-то мои рассуждения, интересные викторины и опросы на тему хоккея. Ссылка в описании, а QR-код на вашем экране. Если хотите поддержать или отблагодарить меня, вы это можете сделать по второй ссылке в описании или по QR-коду слева на вашем экране. Большое вам спасибо, только с вашей поддержкой я смогу продолжать вести этот канал, ведь на нем пока нет ни единой рекламы. Сегодня были сыграны следующие матчи: Словакия, Казахстан, Финляндия, Великобритания, Дания, Канада, Латвия, Франция, Австрия, Швейцария и Швеция, Польша. Начнем с матча Финляндия, Великобритания. В своем стартовом поединке сборная Великобритании сумела проявить себя с самой лучшей стороны. Да, Канада не играла на всю мощь, но все равно 2-4 с кленовыми это заслуживает уважения. Сборная Финляндии начала чем вообще тухло с 0-0 с чехами. После такого кажется, что финны должны были разозлиться и, так сказать, отыграться на Великобритании, но я не думаю, что сборная Suomi будет забивать более 4-5 голов. Давайте на это и посмотрим. Великобритания классно держалась в защите, но все же на 17-й минуте Капанин удачно подставил клюшку на пятаке и счет был открыт. После чего Британия уже как будто перестала в себя верить, что ли, так как голы пошли практически без остановки. В самом начале второго периода сначала отличился Пулиярви, гол почти, кстати, идентичный. Интересно, что щелкал снова Оливер Каски, бывший игрок Авангарда. Затем хлестким броском отличился Иннала, потом Рикола и снова после намброса на пятак. Кажется, финны нашли слабое место Баунса. А через пару минут Капанин забил свою вторую шайбу. Это, кстати, 20-летний проспект Монреаля, советую за ним присматривать. А под занавес второго периода отличился и Мяета. Слишком много свободного льда британцы предоставляют, совсем не успевали за темпом игры. Седьмую шайбу забросил Мика Лехтонен, но точку поставил Оливер Капанин. Даю вам ровно 3 попытки догадаться, как была заброшена эта шайба. Да, все верно, подставление на пятаке. Честно, я рад за финнов, что они наконец-то расчехлили свою пушку по заброшенным шайбам, но немного разочаровался в сборной Великобритании, думал, они покажут свой характер. Во всяком случае, после Красканаты были все предпосылки. А так, статистика у вас на экране, лучшим игроком, конечно, признается Оли Капанин, а мы идем дальше. На очереди у нас матч, который проходил в одно время с предыдущим, я думаю, все вы его смотрели, Словакия-Казахстан. Словакия уступила сборной Германии в своем первом матче, хотя играли, как по мне, лучше. Казахстан же свою встречу выиграл, мало кто их воспринимает как реального претендента на 4-е место в группе, но я считаю, что шансы есть, особенно если зацепиться в матче со словаками, которые, конечно, на бумаге сильнее. Давайте посмотрим, что нам приготовил Галим Мамбеталиев. Поначалу никто не спешил открывать счет, но в составе сборной Словакии был Мартин Поспишил, который быстрее всех сыграл на добивании и вывел словаков вперед. Дальше классная комбинация, вывели Коча на бросок и Фашку Рудаш отлично подставил клюшку на пятаке 2-0. А под занавес периода Матуш Сукель показал великолепную скорость, да и бросок тоже был в порядке. Во втором Казахстан собрался, начал активно бросать поворотом, и Асетов отыграл одну шайбу, но через пару минут Гудочек реализовал буллит, счет стал 4-1. Далее снова провал в защите, оставили Поспишила на пятаке совсем одного, 5-1. Нет, это не повтор предыдущего гола, это Лукас Чингел сделал счет 6-1, после чего Шутова поменяли на Бояркина, и Казахстан, по крайней мере, больше не пропускал. Амирбеков сделал счет 6-2, и на этом все. Что могу сказать, разочаровал меня Казахстан, видимо, я их немного переоценила. Роме нужно их еще лучше подготовить. Статистика на вашем экране, проиграли по всем параметрам.
Но ничего, еще будут матчи, где можно все поменять. А дальше, кстати, Латвия, возможно, самый важный матч в группе. А словаки молодцы, по игре, думаю, у них отличные шансы на 3-е место в этой группе. Лучшим игроком матча я признаю Поспишу. Поздравляем с дублем. А мы идем далее. На очереди у нас Латвия-Франция. Вообще Латвии повезло начать ЧМ с двумя самыми слабыми сборными из группы. Чтобы, так сказать, набрать ход, вчера вот с поляками было очень тяжело. Но я думаю, латвийцы сделают выводы и спокойно закроют сборную Франции. Хотя, может, я слишком недооцениваю французов, и парни вместе со Стефом да Костой что-то приготовили нам. Давайте уже скорее посмотрим. Матч начался очень активно, глупое, но заслуженное 5-минутное удаление, и наш старый добрый знакомый Степан да Коста открывает счет. Но не все так радужно, дальше тишина. Франция смогла успокоить игру, и лишь на 43-й минуте Аблс сравнял счет. А затем 5-минутное удаление уже у французов, не справились они с нервами, и латыши их наказали, отличился Букерс 2-1. Но вот роковая 57-я минута для Латвии, и снова упущенная победа в основное время. Бильмар сравнивает счет. Это 39-летний ветеран, который все еще катает на уровне НХЛ. В этом сезоне провел 40 матчей за Сиэтл, набрав 7 очков. А в овертайме свои скрытые резервы нашел и активировал Каспар Даугвинш, который снова своей заброшенной шайбой принес победу для сборной Латвии. Статистика у вас на экране, снова не слишком уверенная победа от сборной Латвии над аутсайдером, но все же победа. Франция, по всей видимости, в матче с Польшей будет решать, кто из них вылетит из группы, а у Латвии ключевые матчи еще только впереди. Лучшим игроком матча я признаю Каспара Даугвинша, у него 1+1, тут без конкурентов. Давайте пойдем дальше. Тут матч, где фаворит очень легко проглядывается: Дания-Канада. Дания в своем стартовом матче сыграла с Австрией и разгромила соперника со счетом 5-1. От Канады же, как мы сказали уже выше, ждали намного более уверенной победы над британцами. Кто знает, может, у этого не самого звездного состава и с датчанами ножки-то задрожат, особенно с Хофером или Доусом в воротах. Начало огнище. Бедарт открывает счет на 3-й минуте, немного включив ноги и хлестко бросив. А ближе к концовке Козанс удваивает преимущество. Я думал, ну сейчас начнется избиение, но снова нет. Дания отыгрывает одну, делает это Кристиан Уайс, и счет долгое время держится 1-2, пока Бедарт не подкараулил отскок на пятаке, сделав дубль. Ну а точку поставил Мерсер, забив пустые, хотел я сказать, но нет, это была запятая. Точку поставил Дюбуа за 30 секунд до конца, отличившись в большинстве. Вот таким получился матч. Статистика у вас на экране. Все плюс-минус ожидаемо, хотя от Канады всегда ждешь чего-то большего, но все-таки 2 победы из 2 на старте, у Кленовых на бумаге все отлично. Дания на самом деле смотрелась неплохо, хоть и счет 5-1, но игра была, они совсем не безнадежны. Матчи за выход в плей-офф еще впереди, а титул лучшего игрока встречи, я считаю, стоит отдать Бедарду, у него 2 гола и ассист. Отличный матч. Далее у нас вечерняя сессия. Если вы ждали какого-то жесткого немецкого фильма, где будет по-настоящему уничтожение, то я думаю, следующий матч именно для вас. Но это у меня такие предположения. Швеция превосходит своего оппонента по всем параметрам и уже успела доказать свое превосходство над очень серьезным оппонентом сборной США. Польша тоже смотрелась неплохо против Латвии, но тут-то шведы. Давайте скорее смотреть. Долго первый шайб ждать не пришлось. Сначала отличился Йоханссон, затем Лукас Реймонд. Обратите внимание, что шайбы очень похожи. Оба раза защитники не удержали нападающего на дальней штанге. В итоге к 7-й минуте счет был уже 2-0. А следующую шайбу мы ждали почти полчаса. Включился Карлсон со своим щелчком. На что поляки все же нашли силы ответить, отличился Алан Ласкзарик. И счет стал 3-1. Но все мечты, именно да, мечты поляков о камбэке убило 4-минутное удаление. Шведы, естественно, не стали упускать такой шанс поправить индивидуальную статистику. После классной комбинации отличился Бураковский, а затем и Карлсон оформил дубль. Но посмотрите просто, какой проход от Хедмана. Закачаешься.
Так матч, в общем-то, и закончился. Было довольно весело. Статистика на вашем экране. Поляки молодцы. Бились до последнего, но их главный матч с Францией еще впереди. А шведов поздравляем. Отличный матч. И заключительная встреча игрового дня. Австрия-Швейцария. Австрия является одним из главных аутсайдеров группы А. Уже первый матч турнира показал, что австрийцам будет очень тяжело. Сборная Австрии отлетела от Дании 1-5, и, естественно, Швейцария на 2 головы превосходит сегодняшнего соперника. Йоси, Нидрайтер и еще много-много звезд. Поэтому я думаю, что это будет просто разминка для швейцарцев перед более важными матчами. Стартовый состав у вас на экране, а мы начинаем. Знаете, как я понял, что матч будет огненным? Счет открыла сборная Австрии. Этого достаточно, да еще и как. Сначала отличился Клемент Андервегер, а через 10 минут Хубер удвоил преимущество. Сможет ли оправиться Швейцария после такой оплеухи? Австрия словила 2 глупейших удаления, и Роман Йоси такой возможности упускать не стал. 2-1. Во втором периоде Австрия забила 3-й, тоже в большинстве, на этот раз отличился Лукас Хадум. Через 30 секунд Ника Хишер вернул отставание в 1 шайбу, 3-2, и полетела. Йоси делает дубль, потом сразу же Кен Ягер забрасывает 4-ю, там потому что Австрия схватила 2 удаления снова. Но это никак их не сломило, Хадум оформляет дубль и сравнивает счет. Так закончился только второй период. В третьем команды сначала по-дружески так обменялись заброшенными шайбами. У Швейцарии отличился Нико Хишер, ну а Баумгартер ответил по-своему. Счет 5-5, наступает 59-я минута. Время близится к овертайму, и снова ненужное удаление у Австрии. Ну и такое, конечно, упускать нельзя. Отличился Ника Хишер, это хитрик для него, а для швейцарцев 5-я шайба заброшена в большинстве за этот матч. Безумие какое-то. Еще раз скажу, матч получился нереальным, я получил кучу положительных эмоций, было весело, но сколько можно удаляться, на двоих команды забили 7 шайб в большинстве. Спасибо командам за матч. Нужно же еще лучшего игрока назвать, но их будет, сразу скажу, 2. Это Роман Йоси, у него 2+2 сегодня и 27 минут на площадке. Ну и, конечно, вторым будет Ника Хишер. У него 75% выигранных на точке вбрасываний, это тоже какое-то безумие, 15 из 20. Ну и плюсом, конечно, у него там хитрик завалялся где-то и голевая передача. И мы на сегодня все. Таким захватывающим выдался этот хоккейный день. Если вам понравился такой формат, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте про Telegram и Boosty, ссылка в описании и на экране. Спасибо еще раз за просмотр и всем больше хоккея.